Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. В сегодняшнем видео я хочу показать вам, как в технике фриволите иглой выполнить вот такой браслет. Эта схема уже была у меня на канале. Это был один из моих самых первых мастер-классов. И несмотря на то, что то видео является до сих пор одним из самых популярных, и там огромное количество просмотров, лично мне тот мастер-класс ну, скажем так, не то чтобы совсем не нравился, но у меня были к нему вопросы. Может быть, потому что это было одно из моих первых видео, и мне кажется, я как-то волновалась, и многие вещи сделала, ну, не то чтобы неправильно, но, скажем так, не наилучшим образом. Поэтому я давно его хотела переснять. Вот наконец-таки дошли до этого руки. И я улучшила некоторые вещи. Например, я изменила край браслета. Если вы смотрели тот мастер-класс, то знаете, что здесь у меня выполнена одна дуга. Я ее заменила на две маленькие дуги. Мне кажется, таким образом браслет меньше будет вытягиваться в сторону. И я изменила место начала и, соответственно, завершения браслета. Это никак не сказывается на внешнем виде браслета. Если вы этого не знаете, то вы вообще не заметите разницу. Но когда вы будете выполнять все элементы, в частности, последний элемент, вы заметите значительную разницу, потому что этот элемент очень легко присоединить к самому первому элементу. Для выполнения этого браслета, конечно же, мне понадобились нитки. Я использовала Lisbeth 20. Понадобились замочек и два кольца для того, чтобы этот замочек присоединить. Конечно же, понадобится игла. Я буду использовать иглу номер 7, крючок, нитевдеватель. Также я использую и вот такой нитевдеватель для заправления кончиков. Вы же можете это сделать и иглой, если хотите. И для того, чтобы присоединить фурнитуру, понадобятся плоскогубцы. Вот такое у меня еще есть кольцо. И, конечно же, ножнички. Если вы хотите выполнить всю работу единой нитью, то оставляем длинный хвостик. Или же вы можете оставить хвостик меньшей длины, будет тогда комфортнее работать. Но тогда в середине работы вам нужно будет остановиться, добавить новую нить для того, чтобы продолжить дальше. Я буду выполнять это все единой нитью. Выполняем первое кольцо. Если вы только начинаете работать в этой технике, либо вообще никогда не сталкивались с этой техникой, но хотите научиться, то вы можете посмотреть бесплатный плейлист по основам этой техники у меня на канале. Также у меня есть платный курс, где за 16 уроков, шаг за шагом, вы освоите эту технику. Также для подписчиков моего канала на курс действует 10% скидка. Скидочный код и ссылку я оставлю в описании под видео. Пико делаем маленькое, буквально 3-4 миллиметра. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Выполняем еще одно кольцо, точно такое же. В этой работе у нас все кольца будут одинаковые. Закрываем кольцо, переворачивая работу.
Теперь будем выполнять дугу. Закрываем дугу, переворачивая работу. Сейчас мы будем выполнять кольцо, и нам нужно присоединиться вот к этому кольцу. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Выполняем еще одно кольцо. Ой, выполнила один лишний узелок. Закрываем кольцо, переворачивая работу.
Вот теперь будет более очевидно, почему мы переворачиваем работу. Смотрите, эта дуга у нас внизу, а сейчас следующая дуга будет расположена вверху. Именно для этого мы и переворачиваем работу, чтобы у нас менялось расположение элементов. Закрываем дугу, переворачивая работу. Сейчас мотив будет повторяться. Мы выполняем кольцо, присоединяясь вот к этому кольцу. Затем выполняем кольцо внизу, дугу. Работа будет перевернута, будет находиться вот опять в таком же положении, и мы снова будем повторять кольцо, присоединяясь, еще одно кольцо и дугу. Таким образом идем до нужной длины браслета. Нужная длина браслета – это чуть меньше, чем уже готовый браслет, потому что соединение у нас будет не в самый край, а здесь еще будет поворот. Так, давайте я сейчас возьму какой-нибудь браслет готовый и покажу вам, что я имею в виду. Вот смотрите, у меня уже почти выполненный до конца браслет. Начала я его вот здесь, выполнила один ряд, повернулась и пошла в обратную сторону. И вот здесь тоже будет поворот, чтобы прийти к самой первой точке. То есть имейте в виду, что вот это начало, оно у вас будет не вот здесь, а где-то вот тут на полсантиметра, скажем так, раньше. И сейчас мне нужно продолжить эту цепочку до нужной мне длины. Соответственно, я это и буду делать. Давайте еще раз вам покажу кольцо, кольцо и дугу, а затем уже буду выполнять все самостоятельно, не снимая на камеру. Сначала выполняем кольцо, присоединяясь к предыдущему. Выполняю еще одно кольцо.
Теперь выполняю дугу. Все, таким же образом иду дальше. Я выполнила нужное количество колец. У меня получилось примерно 13 сантиметров. И обратите внимание, в какой момент нам нужно остановиться. Если мы расположим нашу цепочку колец и дуг вот таким образом, то есть у нас первые два кольца расположены под наклоном вправо, то остановиться нам нужно вот здесь. У нас должно быть внизу одно кольцо, и мы не выполняем второе кольцо. Дуга у нас должна быть сверху. Сейчас мы будем выполнять поворот на вторую сторону, и нам нужно выполнить дугу. Выполнять дугу можно, смотрите, как здесь у меня выполнено, вот таким образом, то есть здесь две дуги, либо можно выполнить одну большую дугу, которая пойдет сразу вот сюда ко второму кольцу. Я буду сейчас выполнять одну маленькую дугу. Если вы хотите, вы выполняете большую дугу. Здесь в маленькой дуге у меня будет 6 узелков. Для большой дуги нужно 12 узелков. Так, закрываем эту дугу. Если вы выполнили одну большую дугу, то подождите немножко. Сейчас я выполню маленькие и скажу, что вам нужно будет делать дальше. То есть у нас будут совпадать наши шаги, но чуть-чуть позже. Пока расскажу для маленькой дуги. Вот мы выполнили 6 узелков и проходим иглой через пико кольца. Закрываем дугу и работу не переворачиваем. Я выполняю вторую дугу из 6 узелков. И вот сейчас представьте, для тех, кто выполняет одну дугу, у вас здесь набрано 12 узелков, и эта дуга у вас начинается с кольца. Не с вот этой серединки, а с кольца. В таком случае вы выполняете уже те же самые действия, что и я. Проходим иглой через дугу. Переворачиваем работу и закрываем дугу. Сейчас мы будем выполнять кольцо. Оно будет симметрично вот этому кольцу. Те, кто будет выполнять вот этот переход с двумя дугами, как и я, вам нужно будет присоединиться вот сюда. То есть это у нас соединение вот с этим кольцом и, по сути, еще получается соединение с вот этими маленькими дугами. Если вы выполняли здесь одну большую дугу,
то к этой большой дуге вы соединение, соответственно, не выполняете. Но вы точно так же, как и я, должны выполнить соединение вот с этим кольцом. Вот здесь. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Смотрим на вот эту сторону, и нам сейчас нужно выполнять симметричные элементы вот с этой стороны. Сейчас у нас должна быть вот такая дуга. Сейчас будем выполнять вот такое кольцо. Оно у нас будет располагаться вот здесь, и мы его должны соединить вот с этим кольцом и вот с этим кольцом. Сначала выполняем соединение с предыдущим кольцом. Теперь выполняем соединение с кольцом, которое у нас было на первой нашей стороне.
так усиленно разматывала хвостик, что забыла пройти иглой через петельку у основания. Переворачиваем работу, закрываем кольцо. Сейчас у нас мотив будет повторять то же самое, что у нас было на первой стороне. Мы выполнили одно кольцо, сейчас выполняем второе кольцо. Переворачиваем работу. Дальше у нас по рисунку должна быть дуга. Эту дугу мы будем соединять с дугой на первой стороне. Вот здесь и здесь соединение. Повторяем мотив. Выполняем кольцо, соединяясь вот с этим. Затем выполняем второе кольцо, присоединяясь вот сюда. Затем будет дуга.
кольцо соединяем вот с этим кольцом. Дуга. Смотрим, что у нас идет дальше по рисунку. Сейчас мы будем выполнять кольцо. И это кольцо нам нужно соединить с предыдущим и с кольцом с первого ряда. То есть мы, по сути, выполняем вот это кольцо, которое мы делали уже вот здесь после поворота.
Выполняем еще одно кольцо. Теперь мотив будет повторяться. Сейчас мы выполняем дугу. Ее надо соединить вот с этой дугой. То есть мы выполним такую же дугу, как вот здесь. И затем одно кольцо, второе кольцо, дуга. Одно кольцо, второе кольцо, дуга. И так идем до конца. Я дошла до начала своего плетения. И теперь нужно с этой стороны оформить край такой же, как мы сделали с левой стороны. А для этого мы просто идем по мотиву дальше. То есть сейчас я буду выполнять дугу, затем я выполню кольцо. Дальше по рисунку выполняется вот такое кольцо. Его соединяем с предыдущим кольцом. Стало симметрично. Дуга, дуга. И теперь нам нужно выполнить вот такую маленькую дугу. У меня это маленькая дуга. Если вы делали здесь одну большую дугу, то, соответственно, вы выполняете большую дугу. И смотрите, еще такой момент. Сейчас вы можете уже более четко посмотреть, насколько этот браслет подходит к вашей руке.
Видите, у меня здесь как раз остается место на застежку. Если вы видите, что у вас здесь остается большое расстояние, ну, например, вот столько, как-то вы просчитались, то сейчас вы можете просто продолжить мотив и вывести вот сюда его, сделать его более длинным, прийти вот к такому же моменту, когда у вас здесь остается кольцо внизу, дуга сверху, и выполнять поворот, и пойти уже в обратную сторону. А если же вы видите, что мотив вам, ну, допустим, остается вот столько, то есть вы здесь не поместите еще один раппорт, потому что нам нужно прийти именно к моменту, когда дуга сверху и кольцо внизу, а у вас, допустим, поместится только вот этот кусочек. В таком случае я рекомендую не делать еще один раппорт, потому что вот эту вот небольшую дырку вы можете скорректировать при помощи удлинителя. А если вы уже сделаете больше и у вас будет здесь нахлёст, то как бы это вы уже ничем не исправите. Браслет просто будет вам большой. Итак, сейчас я выполняю маленькую дугу и повторюсь, если у вас одна большая дуга, вы выполняете ее. В этом моменте я работу не переворачиваю. Выполняю следующую маленькую дугу. И маленькую, и большую дугу мы закрываем, переворачивая работу. Сейчас выполняем кольцо и соединяем его. Для тех, кто выполнял маленькую дугу, вот здесь. Для тех, кто выполнял большую дугу, у вас здесь дуга не соединяется, но с самим кольцом вы тоже выполняете соединение. И второе соединение вот с этим кольцом. Выполняем последнюю дугу.
Проходим иглой через основание какого-нибудь кольца. Здесь не принципиально. Они располагаются очень близко. И на этой последней дуге уже не важно, будем мы работу переворачивать или нет. Она у нас последняя. Это не влияет на последующие элементы. Нить от клубка можно отрезать. Нам осталось заправить кончики. Я буду заправлять кончики при помощи нити вдевателя. Если вы хотите, вы можете заправить их при помощи иглы. Одна нить уже заправлена, соответственно, вы иглой просто проходите между узелками. Отрезаем лишние кончики. Я немного прогладила утюгом свой браслет, просто чтобы сделать его чуть-чуть ровнее. И теперь могу крепить фурнитуру. Буду проходить через пико, которое у нас есть между двумя кольцами. Вот и все. Браслет готов. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. И не забывайте подписаться на мой канал, если хотите получать уведомления о новых мастер-классах. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!